Scrum. Scrum один из agile подходов. Появился раньше, чем термин agile. Появился в 1995 году, начал формироваться в начале 90-х. В чем примерно заключается? Есть продукт. Изначально это было про IT-продукты, сейчас можно применять шире. Все, что нужно сделать по продукту, чтобы создать и улучшать продукт, содержится в документе под названием бэклог продукта. Он отличается от списка требований несколькими пунктами. Первое. Он постоянно обновляется. Постоянно не в смысле надо обязательно его обновлять, а в смысле, что если нам нужно его обновлять, мы обновляем, что-то сюда добавляем. Первое, он постоянно обновляемый. Второе, он всегда должен быть приоритизированным, если быть точнее упорядоченным. Упорядоченным по приоритету, по ценности, по важности, по рискам, по многим критериям, которые владелец продукта считает важными для упорядочивания элементов внутри этого бэклога. И третье, он условно бесконечен. Мы можем в него добавлять до бесконечности. Естественно, он конечен, но мы не ограничиваем себя ни в чем. И этим он отличается от фиксированного списка требований. Называется Product Backlog, PBL иногда. Владеет бэклогом продукта и самим продуктом один и тот же человек, его зовут Product Owner. Далее, у продукта есть команда, состоящая из Product Owner и группы, которые в скраме называются девелоперы. И при этом Scrum говорит, что все участники команды называются девелоперы. Неважно, айтишники, не айтишники, неважно, какая у них роль. Между этими девелоперами нет иерархии. Они все в целом равны. Среди них нет начальника. Они самоорганизующиеся. Они сами организуются вокруг этой работы. И они самоорганизующиеся, а вместе с владельцем продукта эта команда самоуправляемая. Там есть нюанс между этими терминами. Самоуправляемая она почему? Потому что вот этот человек определяет приоритеты, направление действий, дает задачи. А эти люди определяют, как они эту работу будут выполнять, сколько она времени займет, когда они смогут ее сделать, следят за качеством. Все вместе они становятся самоуправляемым коллективом, который и направление деятельности выбирает, и способ реализации этой деятельности выбирает. Один из этих людей выполняет роль дополнительную, совмещаемую, либо отдельную под названием Scrum Master. И это человек, такой процессный менеджер, который хорошо знает Scrum и помогает всему этому коллективу самоорганизовываться мягкими способами менеджмента, фасилитационным менеджментом, называют servant leadership, servant management, такой вот supportive management, не директивный. Очень много там есть классных инструментов, и оно действительно работает, хотя вот так навскидку хоть не верится, что как так, без полномочий можно чем-то управлять. Можно, на самом деле очень так нормально направлять коллектив, не имея даже полномочий. Далее, процесс. Вот эта команда, они живут спринтами, итерации в скраме называются спринты. В отличие от манифеста, в котором написано от пары недель до пары месяцев, скрам говорит до 1 месяца. Больше 1 месяца уже неэффективно, не будет этой вот самой адаптивности. Они живут в этих итерациях, называемых спринтами, до 1 месяца. Самая популярная длина спринта – 2 недели. В начале каждого 2-недельного спринта, например, в понедельник, не обязательно в понедельник, но чаще всего начинается в понедельник, заканчивается через 1 пятницу. В понедельник они собираются на встрече, которая по-простому так и называется спринт-планинг, планирование спринта. Да? Кто говорил, что в Agile нет планирования? Планирование спринта. Они собираются на планирование спринта, планируют работу. Как они это делают? Владелец продукта говорит, смотрите, вот он бэклог, вот он упорядочен, и вот эти вот задачи, 1, 2, 3, 4, 5 и какое-то их количество, они самые важные. Я считаю, что надо начать с них. Они обсуждают еще такую штуку под названием цель спринта. Что-то, что по-хорошему объединяет эти задачи. Не просто какой-то набор задачек, которые держите, а вот цель. Мы хотим, чтобы через 2 недели появилось какое-то такое приращение ценности у клиента, у нашего продукта. Вот она цель. И по-хорошему вокруг этой цели вот эти вот задачки первые вот здесь вот и собираются. Они собираются на планирование и создают второй документ Sprint Backlog. Он состоит из каких вещей? Он состоит из той самой цели, которую они вместе озвучили. Дальше в него попадают вот эти самые элементы вот из этого бэклога, которые он говорит, давайте вот, наверное, вот это сделаем, вот это сделаем, вот это сделаем. Попадали вот эти вот элементы бэклога. И дальше команда
берет и детализирует эти элементы, делает план уровнем ниже. То, что им нужно делать каждый день, желательно с гранулярностью до дня или меньше, что нужно сделать, чтобы вот каждый из этих элементов реализовать. То бишь сабтаски. По-простому, когда мы используем Jira, это сабтаски. Да, так и есть. И у них появился такой вот план спринта трехуровневый. Цель, элементы из большого бэклога и сабтаски под задачи, которые нужны для реализации этого спринта, для достижения этой цели спринта. Дальше начинается непосредственно работа, и команда каждый день работает. За исключением первого дня, потому что сильно смысла нет, мы только что были на планировании, команда ежедневно собирается на встречу, которая называется Daily Scrum, ежедневный скрам, ежедневная встреча. Привычное многим название, популярное стендап, но стендап немножко из другого соседнего подхода, но при этом используют взаимозаменяемо. Но формально в скраме эта встреча называется Daily Scrum. Дейлики. Они собираются на 15 минут, по-хорошему там даже нет владельца продукта, и они сами обсуждают то, насколько они достигают этой цели спринта, насколько они выполняют эти задачи. Цель этого дейлика как раз-таки проанализировать, что сделано к текущему времени, и, если нужно, перепланировать свою деятельность до конца спринта. И эта самая организация довольно хорошо работает. Естественно, если команда спринт за спринтом не будет предоставлять инкремент, о котором сейчас расскажу, то к ним пропадет доверие, начнется микроменеджмент, и она перестанет существовать как нормальная скрам-команда. Но чтобы этого не случалось, есть скрам-мастер, который постоянно их с разными способами помогает им самоорганизовываться, чтобы все-таки они выполняли свои обещания. Вот они собираются на дейлике. К концу спринта, мы же вначале запланировали, в конце спринта надо подвести итог. Для подведения итогов есть две встречи. Одна называется спринт-ревью или обзор спринта. Часто называют эту встречу демонстрацией, демо, но демонстрация является частью обзора спринта. Потому что происходит на самом-то деле на обзоре спринта? На эту встречу владелец продукта или кто-то из команды собирает стейкхолдеров. Если мы чуть берем шире из скрама, то наш вот это вот value team, которую мы с вами обсуждали, стейкхолдеров, представителей клиента, представителей заказчика, партнеров, всем, кому хорошо было бы посмотреть. И демонстрируют на этой встрече третий артефакт скрама. Третий артефакт скрама – это инкремент. Тот самый инкремент, о котором мы говорили, тот самый инкремент, который вот здесь изображен, который появляется в конце каждого спринта или даже иногда в середине спринта. Инкремент. И они этот инкремент демонстрируют. Здесь он такой вот инкремент замечательный в коробочке. Демонстрируют этим самым стейкхолдерам. И, что важно, собирают с них обратную связь. Фидбэк. Это самое важное в этой встрече, получить обратную связь. Встреча выглядит так. Собрались на этой встрече, показали план спринта, бэклог спринта, показали, что вот это выполнено, вот это не выполнено. Сильно в обсуждение в детали не уходим, но говорим, это выполнено. Показали инкремент, появилась какая-то обратная связь у стейкхолдеров, они говорят, надо еще вот это, надо еще вот так, надо еще здесь немножко по-другому. И отсюда, сюда эта обратная связь попадает в бэклог, и в бэклоге появляются какие-то дополнительные элементы. Не на этой встрече, но дальше владелец продукта, который отвечает за приоритизацию, он определяет приоритет. Оно выше поднимается или ниже. Может быть действительно так, что оно поднимется очень высоко. Это такой комментарий, который был очень ценен, и он поднялся выше вверх по бэклогу. Обсудили план-факт, обсудили инкремент, показали инкремент, обсудили инкремент. Дальше смотрят на бэклог, и владелец продукта говорит, смотрите, вот наш бэклог, вот эту часть мы сделали в этом спринте. Наша скорость, а скрам — это эмпирический процесс, и команда знает свою скорость. И это именно процесс, то есть мы можем улучшаться относительно себя же из прошлого. И они знают, что они выполняют работу на каких-то условных 10 единиц чего-то, 10 единиц ценностей, их называют относительные оценки, 10 единиц каких-то идеальных часов или 100 идеальных часов, на 10 единиц. А дальше на ближайшие несколько спринтов работа эта предварительно оценена. Здесь 5, здесь 4, здесь 1, здесь 2, здесь 7, здесь 8. И что владелец продукта говорит? Он говорит, смотрите, вот наши элементы в бэклоге, вот это наша текущая скорость, скорее всего, вы о ней уже знаете, потому что это не первое наше ревью.
поскольку сейчас мы примерно вот в этом месте, то в следующем спринте, скорее всего, не точно, сейчас поясню, почему не точно, будет выполнена вот эта еще часть. В следующем спринте, то есть через 2 плюс 2, через 4 недели будет выполнена вот эта часть, а в следующем еще вот эта часть. Другой стейкхолдер говорит, а вот это где будет выполнено? Он говорит, а это будет выполнено в 4-м спринте отсюда, то есть через 2 месяца. Но это не точно. И это не точно не потому, что ему лениво или что-то еще, а потому что на другом обзоре спринта здесь может что-то еще другое прилететь и подняться вот сюда выше. Владелец продукта организует вот этих стейкхолдеров, и они могут вместе выполнять эту приоритизацию. Он от них инпуты какие-то получает, вводные, они ему рассказывают о рисках, репутационных, банковских, операционных, о потребностях, о клиентах. Они могут вместе участвовать в приоритизации, но за ним final decision, потому что он продуктом все-таки владеет. Но тем не менее они сами это видят, прозрачность это очень важно, и он при них прям говорит, все, добавили в бэклог. Потом они собрались, поприоритизировали, встреча поднялась. И если она вот сюда поднимется, естественно, это вниз спустится. Мы не выжимаем команду. И здесь это будет уже не 4-й отсюда спринт, а 5-й отсюда спринт. Что все будут воспринимать нормально, потому что это было прозрачно. Но чтобы это было прозрачно, все-таки вот эти вот стейкхолдеры, которые здесь участвуют и принимают участие в приоритизации, должны быть более-менее на долгих этапах стабильны, потому что если это каждый раз разные люди от стейкхолдеров, которые считают, что им лучше работать как сервис, то это будет выглядеть абсолютно непрозрачно и будет абсолютно непонятно, почему этот негодяй не держит свои обещания. Почему он обещал, что это будет в 4-м отсюда спринте, а потом приходит, говорит, а теперь в 5-м, а теперь в 6-м, а что он меня завтраками кормит? Ну, естественно, потому что ты такой мерцающий сотрудник, сегодня ты, завтра твой коллега, на третий ревью пришел еще какой-то другой коллега. Разные люди, вам кажется, что это какая-то неразбериха, хотя все же очень логично. Все же очень логично, адаптивно и подстраивается под те реалии, с которыми мы сейчас работаем. Но для этого нужно, чтобы это был стабильный коллектив, стабильная группа людей. Окей, закончилось спринт-ревью, но вот это вот подведение итогов состоит из 2 частей. Поскольку нам не хотелось бы некрасиво, неэтично выгонять людей со встречи, мы говорим, что окей, эта встреча закончилась, идем на небольшой перерыв. Дальше команда собирается на встрече под названием спринт-ретроспектива, где уже собирается только команда, и команда анализирует свой процесс, анализирует то, как прошел спринт. Если что-то не успели, вот здесь команда как раз-таки анализирует, почему не успели, ищет способы, как сделать так, чтобы в следующий раз успевать, где были какие-то задержки, простои, где не было каких-то технических сред, доступов, чего-то еще, где вовремя не договорились, где почему-то требования поменялись, хотя мы их фиксируем более-менее на эти 2 недели, потому что иначе был бы совсем хаос. Что-то новое прилетало, кто-то отвлекал. Все вот это команда обсуждает для того, чтобы становиться все эффективнее и эффективнее от спринта к спринту каждый спринт. И по-хорошему после ретроспективы какое-то одно улучшение, какой-то один improvement, вот этот вот самый кайзен, какой-то один improvement должен попасть прямо в бэклог спринта. Не вот сюда и через приоритизацию, а прям что мы можем сделать в следующий спринт, чтобы как команда стать хотя бы немного, но лучше. Как только заканчивается ретроспектива, заканчивается спринт, и весь этот процесс повторяется сначала с планирования следующего спринта в следующий рабочий день. Это скрам. Окей? Красиво. Я старался. Спасибо.